Сдать суверенитет, сохранив авторитет. Почему приказ Лукашенко вступить в войну на земле окончательно уничтожит иллюзию его власти? Начнем с того, что в любых рассуждениях на подобные темы крайне важно понимать, насколько чувствительными являются вопросы, связанные с войной в Украине. В первую очередь для самих украинцев, но также они чувствительны и для белорусов. Начнем с того, что ни о каком гражданском мужестве белорусской армии на сегодняшний день говорить не приходится. Гражданское мужество она могла проявить еще в 2020 году, если бы, следуя присяге, защитила конституционный строй и народ Беларуси. Но вместо этого ее отдельные части принимали самое непосредственное участие в подавлении протестов, пытках, убийствах мирных протестующих. Гражданское мужество она могла проявить и в 2022 году, если бы не позволила российской армии напасть на Украину с территории Беларуси в нарушении норм международного права, Конституции и военной доктрины Республики Беларусь и двусторонних договоров с Украиной о государственной границе и о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, полностью исключающих любую агрессию с белорусской территории. Либо ударив в тыл российским войскам, атакующим Украину. Но вместо этого белорусская армия этот тыл им обеспечила. Поэтому давайте оставим эти вредные для адекватного понимания ситуации в Беларуси иллюзии. Так же, как после событий 2020 года мы оставили в прошлом лозунг «Милиция с народом». Успокоительные препараты такого рода, к сожалению, от диктатуры не лечат. От диктатуры лечит только сопротивление. Так что же в таком случае остановила белорусскую армию от перехода границы с Украиной? Ведь мы знаем, что Путин выставил такое требование Лукашенко и продолжает на него давить. Ранее мы уже разбирали ситуацию, в которой находится прижатый к стенке диктатор. С одной стороны, объявленный международным сообществом и самой Украины военным соагрессором, а с другой – допустивший оккупацию Беларуси, находящийся под контролем Кремля, который даже имеет альтернативу для замены Лукашенко в виде генсека Совбеза Беларуси генерала Вольфовича. Но, несмотря на свое положение, Лукашенко до сих пор петляет и не отправляет в Украину войска. Хоть такой сценарий, безусловно, рассматривался. Но, тем не менее, этого пока не произошло. И дело тут не только в фактическом или психологическом состоянии армии, и не только в личном страхе Лукашенко остаться с голым тылом, отправив на убой единственные более-менее боеспособные подразделения, которые по совместительству являются его личной опорой. Да, это, безусловно, весомые факторы риска, и мы уже их обозначили и анализировали ранее. Но есть и другой, возможно, даже более важный аспект, из-за которого Лукашенко до сих пор не решился воевать с Украиной на земле. И это угроза его личному авторитету. Все очень просто. Диктатор отлично понимает, подобный приказ станет самым очевидным доказательством того, что никакой единоличной власти в Беларуси он больше не имеет и является лишь послушной марионеткой Кремля. Нам его марионеточный статус очевиден, как и то, что Лукашенко уже допустил фактическую оккупацию Беларуси Россией, когда важнейший признак суверенитета любого государства, контроль над территорией, был передан российской армии и использован ею для решения военных задач. При этом ни Лукашенко, ни белорусская армия никоим образом этому не препятствовали. То есть они уже де-факто сдали суверенитет Беларуси, превратили ее в плацдарм для нападения на Украину и в государство-агрессора в понимании международного права. Но суверенитет ни для Лукашенко, ни для его режима никогда не был ценностью. Ценностью для Лукашенко является только власть, причем основанная на страхе и личном авторитете диктатора в глазах. Нет, не белорусов и не международного сообщества, а глазах его вертикали и силовиков, на которых она и держится все это время. Эту опору режима осознают и сами белорусы, независимо от политических взглядов.
По данным опроса Chatham House, распределение процентов при ответе на вопрос, на кого, на ваш взгляд, более всего полагается Лукашенко, выглядит следующим образом. 70% на военных, МВД и КГБ, 37% вертикаль, 35% госчиновники. Поддержка его власти со стороны Кремля также всегда была важным фактором. И в 2020 году этот фактор стал одним из решающих, позволивших диктатору усидеть. Мы все помним заявление Кремля о готовности оказать Лукашенко военную помощь в случае необходимости. Однако сейчас цена этой поддержки стала очевидной. Это послушание и окончательное подчинение Лукашенко воле Путина, что создает огромную угрозу личному авторитету диктатора и, в принципе, самому определению диктатор по отношению к Лукашенко, в понимании его подчиненных, конечно. Именно с этим и связаны все его попытки петлять, доказывать свою субъектность и самостоятельность от решений Кремля. И доказывать это он пытается в первую очередь своему административному и военному аппарату. Это их он пытается убедить в своей несгибаемости, потому что именно они на уровне инстинкта острее всего чувствуют слабину. И дать эту слабину открыто прогнуться под Путина на глазах своих подчиненных Лукашенко боится больше всего. Поэтому он и не спешит отдавать самоубийственный приказ. Ведь он будет самым очевидным доказательством такого прогиба и сигналом вертикали о том, что их вожак сдулся. Это станет моментом утраты авторитета Лукашенко среди всех тех, кто до сих пор считает его сильным и потому с ним считается. Почему? Потому что отдать такой приказ он может только по приказу сверху, то есть по приказу Путина, Кремля. И после этого убедить кого-либо в том, что он в доме хозяин, будет уже просто невозможно. Поэтому сдать суверенитет, позволив российской армии атаковать Украину с белорусской территории, Лукашенко был готов. Ведь это еще можно было как-то продать своим. Мол, ну да, это я им разрешил, зато вас я защитил, отстоял и не кинул в мясорубку. Потому что Путин со мной считается, уважает мой авторитет. Но приказ перейти украинскую границу и вступить в войну на земле эту сказку моментально уничтожит вместе с авторитетом Лукашенко и сразу же поставит вопрос его выживания среди своих. Так готов ли Лукашенко собственноручно уничтожить авторитет и иллюзию своей власти? Уверен, что нет. Но остается ли у него выбор? Сомневаюсь. Поэтому готов повторить ему свое предложение еще раз. Собирайте вещи, гражданин Лукашенко, пакуйте чемоданы и бегите, бегите, пока еще не поздно.